Вот у нас есть ротор, магниты парят в магнитном поле. Каждый магнит друг с другом взаимодействует. Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Гарныч. Меня зовут Игорь, я увлекаюсь водородными разработками. И да, друзья, сегодня ролик будет не о водородных разработках, а о одной из гипотез, которую я непосредственно выдвинул. Давайте прям вот небольшой экскурс. Есть такой блогер Игорь Белецкий, он снял несколько лет назад очень интересный ролик, в котором собрал аналогичное устройство, которое здесь перед вами сейчас находится. Но у нас есть небольшие отличия, и давайте сначала посмотрим его ролик. Кроме того, что оставить такой же ротор с таким же направлением, может быть даже чуть-чуть больше, наклонить магниты внутрь ротора, что я и сделал, и сделать максимальное количество этих магнитов. То есть, насколько мне позволяло при таких габаритах этого магнита этот ротор набить. Смотрите, вот он есть. И самое главное, это статор. Вы предложили и на статоре также повернуть магниты, чтобы было максимальное отталкивание при совмещении роторных магнитов со статорными. К сожалению, настолько точно, чтобы они смотрели как бы зад в зад, хотел сказать, лицо в лицо. Плоскостью в плоскость не получается сделать, потому что магниты такие по габаритам, скажем так, слишком коротенькие. Может быть, когда-нибудь я этот эффект эту схему повторю с более длинными магнитами, где многие из вас высказывали, что тогда, если магнит длинный, то как бы влияние второго полюса ослабевает. Может быть, будут какие-то особые эффекты. Но пока я сделал вот такой статор, распечатал, набил его магнитиками. И что получается? Опять же, когда я пытаюсь его посадить, он у меня левитирует. Видите? Вот. Но его можно туда дальше продавить. Оп, и он садится. Хотя я даже не представляю как. Вроде бы все магниты на отталкивание, но он как-то держится. Я думал, придется здесь как-то фиксировать. Нет, он держится. И магниты максимально смотрят этими полюсами на отталкивание. Давайте попробуем его подтолкнуть, прокрутить. Вот если я его чуть-чуть подталкиваю. Очень легко идет, кстати. Гораздо легче, чем в этой модели прошлой. Но все равно, видите, есть залипание. Что в одну сторону, что в другую. По ощущению я прикладываю одну и ту же силу. Друзья, как вам этот ролик? По-моему, прекрасно. Игорь Белецкий, огромное спасибо. Талантливый инженер, очень много всего интересного показывает и рассказывает, и я его очень уважаю. Но в этой конструкции он не предусмотрел один момент. Что будет, если магниты ротора и статора не будут зафиксированы в своих отверстиях, а будут у нас смещаться? Сейчас я вам покажу. Вот у нас есть ротор. И что будет, если магниты будут бегать? Вот. Тогда будет, по идее, чисто теоретически, образовываться сила, которая их отталкивает, и должна совершиться некая ситуация, которая бы позволила этим магнитам сместить наш ротор. Это все в теории. Я сам на самом деле не знал, какой будет результат, но давайте я вам буквально покажу на пальцах чертеж. Опа, стой, родной. Кстати, обратите внимание, он не вставлен, он планирует над магнитами статора. Видно вам? Надеюсь, видно. Также статор, магниты все у нас тут бегают. Есть, кстати, несколько моментов, которые я бы хотел вам рассказать. Может быть, кому-то из вас они пригодятся. Вы знали, друзья, что если взять и магниты соединить в кольцо, даже если у них будет с одной стороны одинаковый полюс, то они начинают друг с другом взаимодействовать. И это удивительно. То есть у них одинаковые полюса в одну сторону и в другую, но при этом они, если имеют какой-то наклон свой, небольшой угол, то это их заставляет взаимодействовать друг с другом. И я вам сейчас на примере
ротора от БТГ, который я с большой собираю, я вам сейчас покажу. Друзья, вот наш ротор. И, как я вам говорил, из-за того, что магниты по всей окружности установлены, они друг с другом взаимодействуют, и они друг друга поддерживают. И то есть, на самом деле, магниты не зафиксированы. То есть, их, если я сейчас один вытащу, остальные тоже начнут вылезать. Оп, видите? Ой-ой-ой, вот вам видно? А я один вытащил, и все, и начался процесс, согласно которого все эти магниты по окружности сейчас начнут вылезать. Но, если я его поставлю, сейчас, поставить бы его, он встанет на свое место, и вся эта система будет закольцована. Я повторюсь, магниты здесь не зафиксированы, они здесь на пружинках, то есть, давайте я возьму полюс другой, ой, прошу прощения, ой. Вот, вам видно? Видно, что магниты смещаются. Ну, я думаю, в других роликах вы можете это посмотреть на канале. В общем, магниты здесь, они болтаются, но они не зафиксированы. То есть, они могут вылезти отсюда в любую секунду, но и за счет того, что они во всей окружности, каждый магнит друг с другом взаимодействует. И поэтому они у нас никуда не вылетают. Держатся, как будто их там привязали. Вот такое интересное явление. Может быть, оно кому-то как-то пригодится. Вот такой вот эскизик. Извините за качество. Принтер почти сдох. Но главное не это. Главное, что более-менее здесь все понятно. Есть статор, есть ротор. Здесь у нас в 4 местах расположены магниты. И магниты в статор и магниты у ротора смотрят друг на друга одинаковыми полюсами. И что я думал? Что когда магниты в роторе увидят магниты статора, они их оттолкнут, а за счет того, что вот эти магниты, то есть магниты, которые уже прошел ротор, они уже, то есть ротор не может их толкать вверх, потому что он уже прошел эту точку. И единственное, он может их в сторону толкать. Но за счет того, что у нас есть канал, и магниты не могут менять свое положение, то они должны воздействовать на данный ротор и оттолкнуть его. Вот. И по идее, чисто теоретически должно было быть вращение. Потому что, вы понимаете, да? То есть вот он у нас есть. Блин, нифига себе, поле магнитное у конструкции вот этой напечатанной очень мощная. То есть здесь сантиметров 40, а магнит все равно себя ведет как неприкаянный. Но, в общем, вы понимаете, да? То есть, встретив вот эти магниты, они отталкиваются, уходят по каналам, пружинки их стягиваются, и магниты эти уходят. А эти магниты, которые мы уже прошли частично, они не могут из-за угла обратно уходить по пружинкам, то есть на позиции пружинки, сдавливая ее. И то есть должно совершиться процесс, который заставит ротор, то есть пружинку в роторе также сдавить, и приобретенная сила должна надавить на ротор, и ротор должен начать вращение. Это все теоретически. Давайте теперь практически. Друзья, вот наш статор. Давайте покажу, что действительно магниты убираются. Причем, на самом деле, очень сильное магнитное поле. Ой, видите, то есть, сейчас я побольше магниты возьму. Вот, друзья, смотрите, какое здесь поле. То есть, вот они, магниты, парят в магнитном поле. Но это не удивительно, потому что совокупная длина здесь порядком 8 сантиметров. И давайте теперь приступим к тому, чтобы поставить ротор. Берем наш ротор. Ой. Кстати, подложка и статор, они не зафиксированы, вы видите. Я не стал пока фиксировать, я вам чуть позже объясню, почему. Давайте ставим. Давайте отцентруем. То есть сейчас большое напряжение, то есть большое количество магнитов стоят и у ротора, и у статора. Вот. Если конструкция, видите, она не вставлена еще, то она вот прям парит. То есть она прям вот парит
над магнитным полем статора. А теперь мы, друзья, вставляем. И вы видите, магниты сдавило. То есть магниты у ротора ушли. То есть на них давит сейчас статор магниты. Они ушли. Но ничего не происходит. И, ну, я думаю, не обязательно сейчас закручивать. Тут нужно не это сейчас вам показать. Тут нужно показать сам факт того, что ничего не происходит. И она вообще намертво села. И знаете почему, друзья? Вы не поверите. Если мы возьмем мой чертежик и посмотрим то, как я планировал, то я планировал обратную сторону магнитов удалить от статора для того, чтобы не было контакта, то есть минимизировать. И вот эту зону, то есть вот эту зону изолировать от статора. Но, к сожалению, я перебрал ряд материалов и не смог добиться изоляции. То есть собрал какой-то свой примитивный пермалой, но он оказался неэффективен, к сожалению. И получается, знаете что? Я вам сейчас прям покажу на примере. Вот наша группа магнитов из ротора. И если, вот они, видите, полюса отталкиваются. Если мы начнем, давайте я необходимые длины сделаю, чтобы наглядно было. Если мы с вами подносим к статору, то вы не поверите, оно выкручивает. То есть вот эта сторона, она тянется к статору. И магниты вместо того, чтобы толкать наш ротор, они пытаются занять положение, и тем самым конструкция не вращается. То есть магниты у ротора, они пытаются вот прийти, вот выкрутиться. То есть вся энергия тратится на то, чтобы выкрутиться. И, друзья, не все так пока печально. Не все так печально, друзья. Я решил. Значит, надо работать с ротором. И надо попробовать изменить угол. То есть сделать угол не 90 градусов относительно данного угла установленных магнитов в статоре, а добавить. Добавил где-то еще, по-моему, на 20-25 градусов, не помню. Вот. Давайте я сейчас пока статор уберу. Статор. То есть у нас вот ротор, где магниты себя ведут ненормально за счет того, что их постоянно клинит, пытаются они занять какое-то определенное положение, вместо того, чтобы совершить движение. Ну, в общем, я добавил угол. И, кстати, друзья, вы обратили внимание на качество? Мне очень крутые ребята помогли это сделать, напечатать. У меня своего 3D принтера нет. Огромное им спасибо, вот эти ребята. Друзья, ну и, конечно, я не мог напечатать свою конструкцию без помощи ребят-партнеров с довольно большими мощностями. И видите, у меня уже даже второй ротор есть. Он, друзья, как раз и напечатан на одном из гаджетов. Компания называется ADEX, и у них довольно большие мощности. Сзади меня стоит принтер, который способен печатать габариты 45, ну 450 миллиметров на 450 миллиметров и на 450 миллиметров. То есть довольно мощная база у них производственная, и они как раз и согласились мне помочь и изготовить то непосредственно, что мы с вами сейчас в ролике и тестируем. И забегу чуть вперед, это, я думаю, не последний наш ротор, я думаю, еще небольшие модификации будут, но ребята на самом деле очень крутые. Если вы посмотрите на качество исполнения, давайте я вам сейчас поближе покажу. Просто, ну, вообще, прям вот как будто ее даже не напечатали, а отлили. То есть очень четкое, очень классное качество. Ну и, в принципе, ADEX это не просто ребята с одним принтером. Давайте вам быстренько сейчас пробежимся, я вам покажу. И на всякий случай оставлю их реквизиты, потому что у ребят огромная база, огромные мощности, и, может быть, они кому-то тоже будут полезны с их какими-то нестандартными, необычными задачами. Сейчас мы с вами увидим лазер вот этого непосредственно принтера 450 миллиметров. Я не вижу. Пошла жара. Видите? Начал работать.
Друзья, это непосредственно часть нашего статора. Она также здесь, в принципе, все и печаталось. И смотрите, сколько тут принтеров. Но на самом деле здесь очень много их. Их может быть больше, наверное, 30 здесь стоит принтеров. И знаете, что мне по секрету тут рассказали? Я, кстати, этого не знал. Оказывается, все принтеры, когда калибруются, они печатают кораблик. Вот такой вот маленький интересный кораблик. Вы знали? Я, например, не знал. Друзья, ребята из ADEX, они на самом деле не только печатают какие-то классические вещи, вот как для меня, из пластика. Они еще могут печатать и, главное, продают принтеры, которые способны работать с металлом. Представляете, вот такой корпус. И если вы обратите внимание, он напечатан тоже полностью из металла. И мне по секрету еще сказали, они печатают из материала, похожего на песок, вот, непосредственно для литья. То есть можно напечатать уже готовый корпус литьевой и непосредственно уже туда металл и заливать, ну или какой-то другой материал. В общем, из песка тоже делают. И у них еще есть ряд оборудования, которое позволяет сканировать. То есть, я так понимаю, и к ним можно сюда приехать со своим каким-то продуктом, они его отсканируют. И они могут и к вам в гости приехать и также отсканировать. В общем, ребята очень крутые. Здорово, что они мне помогли напечатать мою безумную идею с этим магнитным двигателем. И я думаю, мы и дальше будем сотрудничать. А на самом деле, в общем, друзья, если вдруг вам надо будет напечатать что-то, отсканировать что-то, или вдруг вы захотите какой-то принтер, и причем это может быть как какой-то небольшой принтер, и какие-то вот такие вот, как мы сейчас с вами видели, на 450 миллиметров и даже больше. Но может быть, если повезет, в следующих видео я вам покажу принтер от них гораздо больших размеров. У них есть такое устройство, есть такой гаджет, но это уже, наверное, в следующих видео. В общем, заходите, если вдруг вам что-то нужно напечатать там из пластика, цветного пластика или еще что-то там, какие-то сложные изделия, обращайтесь к ним. Если вам нужен принтер, обращайтесь к ним. Если вам нужно отсканировать, обращайтесь к ним. В общем, ADEX, друзья. И спасибо им большое, они меня очень выручили. И я, в свою очередь, смог показать вам результат нашей работы. Друзья, видите, он не тормозит, наш ротор. Он вращается, ну, понятное дело, он сейчас остановится, но сам факт того, что нету вот этой мертвой точки, говорит о том, что можно выдвинуть гипотезу, согласно которой при условии правильно подобранной длины магнитов и комбинации магнитов или длины магнитов, то есть я, видите, комбинирую, длины магнитов у ротора и у статора и правильно подобранных пружин, можно заставить вращаться данный ротор. Я понимаю, звучит безумно. Кстати, можно я вам кое-что покажу? Если я дополнительно, вот, я даже стараюсь не двигаться, видите? То вот уже, видите, ну оно сейчас затормозится. Давайте еще раз крутанем. Вот. Вот так вот. Я попробую не двигаться. Но я прям чувствую, как воздействует именно статор на магнит, который я держу. Но сам факт того, что нету точки замыкания вот этой вот мертвой зоны, в которой все это дело происходит. И если вы думаете, что я остановился вот на данном конструктиве ротора, я вас смею расстроить. Я нашел более оптимальное решение, и я вам его в новых роликах обязательно покажу. Если у вас есть какие-то интересные предложения, пишите в комментариях, пишите на мою почту. Вот здесь сейчас вылезла моя почта. Пишите, предлагайте, рассказывайте. Кстати, друзья, хотел сказать, что огромное количество людей мне присылают свои разработки в области бестопливных генераторов. Некоторые фундаментально смотрятся, некоторые безумно. И если вдруг у вас тоже какая-то конструкция подобного плана есть, присылайте, будет очень интересно. И, может быть, я в следующих роликах покажу, если получится собрать. Вот. Поддержать канал вы можете просто тупо лайком и подпиской. Потому что тогда с вами у меня появится возможность новые ролики снимать. И еще раз спасибо ребятам, которые мне напечатали данную конструкцию. Более детально я, наверное, в следующих видео ее покажу, когда уже будет новый ротор готов. Вот, смотрите, кстати. Смотрите, то есть, представляете, вот если на пружинку вот так поставить,
хоп, 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 хоп. Вот прямо сейчас вместе с вами сейчас новое какое-то наблюдение интересное увидели, что вполне, кстати, может и существовать, да? Потому что гравитация-то есть, можно придумать какой-то механизм, который будет автопилотом тянуться на пружинке на той же самой, вот, отталкиваться и, видите. Вот, и еще вопрос для самых умных. Как вы думаете, почему я нижнее основание не соединил со статором? Хотя мог, вот по всему, по всей окружности у нас есть отверстие, но я не стал соединять. Пишите ваши комментарии, я буду печатать новые конструкции ротора и смотреть, что будет дальше. Также я буду играться с габаритами у ротора и у статора длиной магнитов, потому что вы не поверите, здесь сейчас, вот если я не ошибаюсь, стоят 7 сантиметров, 70 миллиметров магнитов. Здесь аналогично. И я думаю, что нужно уменьшать, потому что магнитное поле, оно на самом деле очень мощное. Ну, то есть, грубо говоря, оно вот прям в середину даже бьет. То есть количество магнитов можно уменьшать до невероятного количества. То есть чуть ли не там до нескольких штук. Но я хотел собрать и показать вам то, на что ушло у меня время, именно вот пока в черновом варианте. Все, ребят, спасибо вам за просмотр. Не утверждаю, что эта конструкция работает, просто хотел с вами поделиться. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.